Почти целый месяц биткоин движется в максимально узком диапазоне от 26 до 27,5 тысяч долларов. И оглядываясь назад, подобные ситуации приводили либо к началу активного роста, либо к сильному падению аж на 15%. И самое удивительное то, что причиной такого движения является только одно событие, а именно угроза дефолта США. Да, месяц назад все смеялись, говорили, что это все сказки, их рассказывают каждый год и никакого дефолта не будет. Но после предупреждения министра финансов Джанет Йеллен, что дефолт случится уже через неделю, а Байден и республиканцы до сих пор не договорились о решении этой проблемы, всем стало совсем не смешно. Биткоин реагировал на все новости, связанные с дефолтом. Например, здесь было предупреждение от Йеллен, потом Байден пытался успокоить народ, сказав, что дефолта не будет, но вчера Маккарти заявил, что переговоры все еще не закончены, ведь они движутся в тупик. И сейчас многие аналитики предупреждают, что последствия дефолта могут быть еще хуже, чем после кризиса 2008 года. И инвесторы уже сидят как на иголках, потому что рынки рискуют упасть минимум на 50%. Но если США действительно объявит дефолт, куда упадет биткоин? До 25, 20 или вообще до 15 тысяч? А может быть, на фоне кризиса его начнут использовать в качестве защитного актива, как это было в марте, и он легко полетит до 30, а дальше до 35 тысяч? Как вы видите, вопросов очень много, и конечно же на каждый из них мы ответим в данном видео. Сегодня речь пойдет о потенциальном дефолте уже через 7 дней и его влиянии на криптовалюту. Но в ближайшее время нас ждут еще две важные даты – 13 и 14 июня, потому что в эти дни опубликуют ИПЦ и новую ставку ФРС, что станет основным триггером для будущего движения крипты. Поэтому если вы желаете увидеть подробный разбор этих предстоящих отчетов, а также их влияние на крипторынок, давайте по традиции наберем 500 лайков, и новый ролик тут же будет на канале. Мы благодарны каждому, кто ставит видео лайк, ведь благодаря вашей поддержке мы стали выпускать новые видео значительно чаще. Так что еще раз всем спасибо, мы начинаем. Всем привет, друзья, меня зовут Влад, я рад вас видеть на канале Coin22. Как я говорил в начале, в ближайшие 7 дней рынок крипты будет сидеть как на иголках и ждать новостей о сделке Байдена с республиканцами. А чтобы вы не пропустили эти важные новости и были первыми в курсе всех событий, подпишитесь на наш телеграм-канал по ссылке в описании. Там вы сможете найти только самые актуальные новости, которые мы публикуем 24/7. А также в телеграм мы для вас оставили важную информацию касательно криптокитов, которые сейчас активно накапливают стейблкоины. Поэтому переходите и узнайте, как это повлияет на крипторынок. А чтобы нам было проще понять, какие перспективы есть у биткоина и у остального рынка крипты, который напрямую от него зависит, первое, что мы сделаем, это разберем самые последние новости касательно переговоров Байдена и республиканца Маккарти, которые могут остановить угрозу дефолта. Кстати, если вы до сих пор не понимаете, что такое дефолт и какие от него могут быть последствия, посмотрите это видео. Там мы рассказали все максимально простым языком. Так вот, после якобы положительных прогнозов от Байдена и Маккарти еще на прошлой неделе, сейчас переговоры, откровенно говоря, зашли в тупик, потому что вчера спикер Палаты представителей Кевин Маккарти повторил, что обе стороны все еще далеко друг от друга в переговорах о лимите госдолга, а я напоминаю, что осталась всего 1 неделя. Он сказал, что единственные уступки, которые предлагают республиканцы, это ограничение расходов и требования к работе, от которых демократы уже отказались. Спрашивая, почему демократы не идут на дополнительные уступки в лимите госдолга, Маккарти сказал: «Мы предложили много уступок. Потолок расходов – это демократическая идея, и требования к работе было также демократической идеей». Потом он, как обычно, раскритиковал демократов и сказал, что все будет зависеть от Байдена. Но вчера, направляясь на очередные переговоры, Маккарти сказал: «Я думаю, что сегодня мы можем добиться прогресса». А после очередных дебатов он заявил, что они добились неких результатов, но окончательного решения так и не приняли. То есть на сегодняшний день главной проблемой в предотвращении дефолта остаются договоренности между республиканцами и демократами. Ведь раньше лимит госдолга повышали 78 раз, и особых проблем с этим не было. Но сейчас Байден требует повысить лимит госдолга без сокращения расходов, а Маккарти этого делать не хочет, но часики тикают и времени решить этот вопрос остается все меньше. На фоне таких разногласий в первую очередь падает не крипта, а фондовый рынок, ведь только за вчера после открытия торгов индекс Dow Jones сразу же упал на 1,5%, а с начала месяца он вообще потерял 4,5%, в то время как биткоин упал на 10% с 1 мая, и все это именно из-за угрозы дефолта. А Джанет Йеллен сказала, что даже если законодатели придут к соглашению о лимите долга, чтобы избежать дефолта, это все равно может привести к существенному падению финансового рынка, подобному тому, который был в 2011 году, ведь тогда также приходилось повышать лимит госдолга. По мнению Йеллен, дефолт объявят уже 1 июня, но эксперты считают, что это может быть чуть позже. Например, Нэнси Ванден, ведущий экономист США,
считает, что это произойдет 14 июня. Банк Goldman Sachs заявляет, что дефолт может случиться 8 или 9 июня, а аналитики Wells Fargo заявили, что дата дня X может быть 15 июня. Но по факту не важно, в какой день США объявит дефолт, ведь последствия в любом случае будут катастрофическими, и фондовый рынок может упасть в лучшем случае на 50%, как это было во время кризиса 2008 года, а в худшем на все 70%, потому что инфляция вырастет, ставки ФРС тоже, а экономика будет замедляться. Вот поэтому, когда стоит угроза кризиса Америки, а вместе с ней и всего мира, биткоин целый месяц подряд падает и движется в узком диапазоне, ведь на его движение влияет только новости, связанные с дефолтом. И это можно легко увидеть на графике. Например, когда Йеллен заявила, что ждет дефолт 1 июня, биткоин сразу же полетел на 5% вниз. Дальше на фоне отсутствия переговоров он потерял еще 13%, но после того, как Байден на прошлой неделе заявил, что дефолта не будет, биткоин начал немного восстанавливаться. Правда, когда переговоры все больше начали заходить в тупик, биткоин торговался в узком диапазоне, а вчера вообще упал на 4%. После того, как Маккарти сказал, что демократы тянут время и переговоры еще не завершены. Но хочу сказать, что даже на таких скачках рынка участники нашей подписки Coin22 Pro за это время закрыли большое количество плюсовых позиций, как на росте, так и на падении. Живой пример – шорт-сделка по XRP, которая принесла от 15% прибыли, шорт-сделка по Arbitrum с профитом от 25%, а также лонг-сделка по монете Render, которая принесла от 35% прибыли. И таким простым образом зарабатывать может каждый из вас, потому что команда наших аналитиков анализирует все события на рынке и предоставляет самые прибыльные сделки. Подписка Pro успешно работает уже более полугода, и за это время наши участники получили очень много прибыльных сделок и продолжают это делать прямо сейчас. А для всех новичков, желающих научиться зарабатывать на крипте, мы предоставляем пошаговое бесплатное обучение и сопровождение на всех этапах торговли. Так что не теряй свою потенциальную прибыль, а прямо сейчас переходи по ссылке в описании и начни зарабатывать с подпиской Coin22 Pro. Помимо угрозы дефолта, на вчерашнее падение повлияли высокие показатели инфляции в Великобритании, ведь годовой трехмесячный тренд базового индекса потребительских цен составил колоссальные 13,6%, и это самый высокий показатель с 1992 года. Такие данные также отразились на падении биткоина на 4%, но поскольку к 1 июня осталась всего одна неделя, главный вопрос заключается в том, что будет с биткоином дальше, и есть ли у него шансы на рост. Давайте же это разберем, потому что мнения по поводу дальнейшего движения биткоина максимально расходятся, но мы, как всегда, рассмотрим и позитивные, и негативные сценарии. Негативный сценарий сводится к тому, что биткоин продолжит падать минимум до 25 тысяч, а в будущем может дойти вообще до 23, где он торговался в январе и феврале. В первую очередь это связано с тем, что биткоин с каждой недели продолжает терять основные области поддержки, и это увеличивает вероятность коррекции к следующему важному диапазону спроса между 23 200 и 24 тысячи долларов, где 850 адресов ранее купили 340 тысяч биткоинов. Также в понедельник аналитическая фирма Glassnode опубликовала ряд интересных показателей и сообщила, что на этой неделе биткоин торговался в чрезвычайно узком ценовом диапазоне, в то время как объемы внутрисетевых торгов были чрезвычайно низкими. И давайте посмотрим, какие конкретно данные они предоставили. Во-первых, на прошлой неделе число транзакций в сети биткоин достигло рекордного уровня в 682 тысячи в сутки, но это никак не отразилось на цене биткоина. Почему так? Ведь раньше это было хорошим катализатором для роста. Рост транзакций обеспечили те самые токены на протоколе Ordinals, но из-за того, что для отправки таких токенов используются минимальные суммы биткоина, объем денежного оборота сети оставался на низком уровне и никак не влиял на цену биткоина, а за 2 года этот показатель вообще упал на 8,5 миллиардов долларов. Значительное расхождение между количеством транзакций и объемом переводов намекает на отсутствие интереса к покупке биткоина. Это подтверждает сокращение притока финансов на криптобирже, который упал с 4,2 миллиарда долларов 2 года назад до текущего уровня в 600 миллионов. Простыми словами, пользователи не спешат нести свои деньги для покупки биткоина, что тормозит общий рост крипты, а популярный аналитик Питер Браун пугает всех в Твиттере теханализом биткоина, на котором сформировался флаг, который обычно ассоциируется с медвежьим трендом, который может начаться уже в ближайшее время. Его прогноз заключается в том, что текущая фаза консолидации биткоина сформировала так называемый медвежий паттерн, что увеличивает вероятность дальнейшего падения биткоина минимум до 25 тысяч. Конечно, с такими неопределенностями на рынке все может быть, но есть и более положительные прогнозы. Например, один из создателей фирмы Glassnode считает, что дно биткоина сформировалось и почва для будущего роста полностью готова. В Твиттере он написал: «Дно биткоина достигнуто», и считает, что биткоин может подняться до 35 тысяч. Отталкиваясь от этих скачков, которые были ранее, такой прогноз имеет место быть, но все же нужно понимать, что
в прошлом над биткоином не висела угроза в виде дефолта США, и условия на рынке были совершенно другие. Глядя на график, единственное, за что мы действительно можем зацепиться, для представления того, что на самом деле может произойти, если США объявит дефолт, это конец февраля и начало марта, ведь как раз таки в это время мы получили очередное повышение ставок ФРС и начало банковского кризиса. И как мы можем заметить, биткоин также долгое время консолидировался, на фоне негативных новостей с банками упал, но после его начали активно скупать, ведь инвесторы были вынуждены сохранить свои деньги либо в золоте, либо в крипте, на фоне падения доллара. Поэтому один из возможных сценариев заключается в том, что биткоин упадет вместе со всеми рынками после объявления дефолта, а далее совместно с золотом начнет расти. Ведь золото — это один из немногих активов, который показывал рост во время кризиса 2008 года, и биткоин может повторить его судьбу. Все же я более оптимистично отношусь к результатам переговоров Байдена и Маккарти и думаю, что они не допустят объявления дефолта, а всего лишь повысят размер госдолга в 79 раз. И в таком случае крипта, а именно биткоин, отреагирует положительно, ведь угроза дефолта будет решена. Правда, повышение госдолга влечет за собой последствия в виде потери лучшего кредитного рейтинга для США и доверия инвесторов, из-за чего у фондового рынка могут быть трудности, инфляция вырастет, а вместе с ней и вырастут ставки ФРС. Но возможно, падение надежности Америки, как ее банковского сектора в марте, еще больше спровоцирует рост крипты. Тем не менее, все будет становиться более понятно после новостей о переговорах, за которыми вы можете следить в нашем телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь, в комментариях оставляйте ваши варианты влияния дефолта на крипту и не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо всем за просмотр, до скорых встреч!